Всем привет! Продолжаем разбираться, как работают расширения в EE2. В этом уроке создадим эффектный слайдер с помощью расширения EE2 Swiper Slider. И вот как это должно выглядеть в итоге. А я Андрей, на канале Данилов Код. Поехали! Для начала, как обычно, установим расширение слайдера через композер. Зайдем на страницу расширения, ссылку ищите в описании, и скопируем команду установки. Теперь откроем консоль в корневой директории нашего сайта. Если текущая директория другая, то ее нужно сменить на директорию сайта. И запустим команду установки. Слайдер будем добавлять на главную страницу вот вместо вот этих вот трех блоков. Так как контроллер и вид для главной страницы у нас уже есть, то создавать нам их не придется. Просто отредактируем имеющиеся. Откроем вид. Frontend, Views, Site, Index. В начало файла добавим подключение ассета слайдера. Скопирую его со страницы расширения. Далее удалим все содержимое блока Body Content. В него мы добавим верстку слайдера. Структура слайдера строится следующим образом. Самый внешний блок будет содержать классы Swiper Slider и Swiper Container. Внутри него должен быть блок Swiper Wrapper. Класс основного блока Swiper Slider можно указать любой. Он нам понадобится, чтобы подключить плагин слайдера. Класс Swiper Container и класс внутренней обертки Swiper Wrapper должны называться именно так как к ним привязаны некоторые дефолтные стили слайдера. Внутри wrapper один за другим будут располагаться слайды. Я скопирую их из галереи, которую мы делали в прошлом уроке из вида Album PHP. Здесь необходимо к каждому слайду добавить класс Swiper Slide. Это наименование класса также обязательно. Теперь нужно подключить плагин слайдера и указать его основные настройки. Тут же в виде, в самом конце файла, добавлю код примера со страницы расширения. Заменим класс, на который вешается слайдер, на Swiper Slider. Можно было оставить и Swiper Container, но этот класс будет у нас у всех размещенных на странице слайдеров. А вдруг у нас их будет несколько и понадобится сделать их разными. Так что нужно их как-то будет различать. Поэтому каждому слайдеру мы даем какой-то определенный свой собственный класс, в данном случае Swiper Slider, и вешаем на него плагин по имени этого класса. Посмотрим, что получилось. Обновляю страницу. Картинки наложились друг на дружку, так как слайдер предусматривает автоматическую подстройку внешнего вида непосредственно самих слайдов, но не их содержимого. В нашем случае слайдами являются блоки ссылок, а картинки – содержимым этих блоков. Соответственно, картинкам необходимо задать размер относительно родительских блоков. Давайте добавим соответствующие стили. Здесь я просто задаю ширину блока картинки по ширине ее родителя. Напомню, что Swiper Slide – это ссылка, которая у нас представлена в блочном виде. Внутри нее расположена картинка. Посмотрим результат. Обновляю страницу. Так гораздо лучше.
Посмотрим, работает ли респонсивная верстка. При изменении размера страницы меняется количество элементов в строке, а также расстояние между ними. Как это и задано в параметре breakpoints плагина. Вот этот параметр. Здесь для каждой точки останова мы задаем свое количество слайдов и свое расстояние между слайдами. Более подробно о том, какие настройки можно менять у слайдера, вы можете посмотреть в официальной документации плагина Swiper Slider по ссылке в описании к видео. А нам осталось настроить еще один важный для юзабилити момент. Сейчас при нажатии на изображение оно открывается отдельной страницей. Это не очень удобно. Давайте подключим плагин FancyBox, который мы устанавливали в прошлом уроке. Для этого добавим регистрацию ассета в начало файла вида. Вот сюда. Я скопирую строчку кода из вида album.php. Необходимые атрибуты у ссылок у нас уже есть, так что все должно сразу заработать. Давайте посмотрим, что получилось. Обновляю страницу и нажимаю на какой-нибудь слайд. Видим, что слайды открываются во всплывающем окне. А чтобы наш слайдер выглядел еще круче, давайте добавим в него какой-нибудь 3D-эффект. Например, такой. И уменьшим количество слайдов, одновременно показываемых на странице, чтобы они выглядели чуть-чуть крупнее. Посмотрим, что получилось. Слайды стали 3D-шными, но уголки слайдов слегка выходят за границы слайдера и обрезаются. Давайте это поправим. У блока слайдера установлено свойство Overflow Hidden, которое обрезает все, что в нем находится внутри по своим границам. Уберем это свойство. В файле site.css добавим стиль для класса Swiper Slider. И установим свойство Overflow в значение Initial. Сохраняем, посмотрим, что получилось. Выглядит здорово, но теперь у нас слайдер выходит за границы страницы и появляется вот такая нежелательная прокрутка. Это можно исправить, добавив Overflow Hidden к секции Main. Посмотрим, что получилось. Ну что ж, так гораздо лучше. С вами был Андрей на канале Данилов Код. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши вопросы в комментариях и до встречи на следующем уроке. Пока!